В описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем снова здравствуйте. Китайский сервер, 13-й день. У нас сегодня открылось совершенствование стихий и стали доступны 100-е уровни. Давайте обновим наши данные по топу воронки. У нас здесь резко ситуация изменилась. Вчера у нас был на первом месте 5 миллиардов 200. Тот же человек с неустрашимыми. Кульвида плюс 3. И на втором месте 4400. Тот же самый человек с ледяным взрывом. На третьем месте тоже неустрашимый с рейтой. И на четвертом месте тот самый непонятный игрок с аурой. 2900. И сегодня вы видите, да, какие у нас цифры. Цифры заметно выросли. И на первом месте у нас резко появился тут ледяной взрыв. Давайте посмотрим, что у него здесь по снаряжению, по характеристикам. Тут вроде бы ничего особенного, просто неплохое снаряжение. Естественно, артефакт, все как полагается. У него он был с самого начала сезона уже. Донатный артефакт тоже. Так. Есть у всех талант на лечение. Шину он одел максимум в атаку. Орел у него вспомогательную функцию выполняет, и, по-моему, он принимает удар на себя. У него целых... Сколько у него? 4, 5 тысяч атаки. Ой, защиты. Напомню, что он лечение производит на 200% от защиты. Поэтому защиту он сделал ему максимальную. И Этерил у нас здесь с той же самой ракушкой. 11 миллиардов сразу. Но это третья воронка. Но все равно цифры, конечно, впечатляющие. 2 пробужденных таланта только. Видимо, нету у него больше питомцев, либо нету ресурсов на то, чтобы крутить в этой новой системе эти таланты. Второе место, те же самые неустрашимые. Пройдемся по его снаряжению. Здесь я думаю, что тоже мало что поменялось. Я имею в виду, что с прошлого сезона у нас здесь схема сборки, да, команды, она осталась такой же. Маштур. Настенка с артефактом. Частично вспомогательная функция с помощью вот этого мифического предмета. И у нас здесь Рита. Тоже раздает, кстати, атаку. Крит шанс, он, собрал часть, но немного. И я что-то пропустил. У кого... вот разлом. Я пропустил разлом, вот он. И Джин. Джин у нас уже с 3 талантами. Очень даже неплохо. Это у него получается 9% урона сверху. 45% атаки плюсом. И еще 9% сверху. Вместо 6 там и там. Неплохо, неплохо. Третье место. Уже получше. Уже 7 миллиардов. Хотя должно быть, мне кажется, гораздо больше с учетом вот этого вот. Здесь у нас Таресия. Он до сих пор не сменил вот этот предмет. Я не понимаю, почему. Что он такого с бессмертием с этим хочет добиться. Не знаю. Ой, не туда зашел. Кстати, а давайте-ка посмотрим, сколько у него индекс нарядности. 26 тысяч. Странно. Не скажешь, что какой-то прожженный игрок, который супер донатер. Но он столько эксклюзивок набил, вот этих вот. Такое ощущение, что он, я не знаю, $1020 одним моментом закинул в игру. Хотя мы уже видели примеры, когда рандом ломается и начинает сыпать эксклюзивками одна за другой. Может быть, у него это произошло, но что-то серия слишком длинная. У него получается орел, по-моему, плюс 4. И вот это вот танк этот новый на плюс 5. Ну, здесь у нас совсем другие цифры. Я думаю, что здесь уже показывать особо... нечего. Разъедание. 3 миллиарда, здравствуйте. 2 сезона я его собирал. 2 сезона. Понятно, что у нас старт сезона, только 13-й день, и со снаряжением еще полная беда. Уже, кстати, 4 пробужденных таланта. Ну, здесь у нас сова плюс 2. Результат вообще другой. Из другого мира, как будто бы. Здесь у нас, походу, у нас больше никто особо здесь не играет. Ну вот, может быть, он еще только играет, и все. В остальном здесь такие результаты, что как будто бы люди особо не заморачиваются.
Вторая воронка у нас, вторая неделя уже подходит к концу. То есть вроде бы здесь должны быть результаты уже более-менее актуальны. Через день, то есть послезавтра у нас будет подсчет. И, кстати, результаты прошлой недели, по-моему, в прошлый раз я не показал. На первом месте здесь были, опять же, неустрашимые, ледяной взрыв заметно позади. Неустрашимый второй вариант, похуже. Ну и дальше уже примерно то же самое. Вот этот тот игрок. Я же говорю, у него одним моментом она стала плюс 5, а он плюс 4. Причем вообще его не было. Я не знаю, как это происходит. Это же 5 и здесь 6. 11 копий. 11 копий. Учитывая, что я еще раз скажу, да, что индекс нарядности 26 тысяч вроде бы немного. Обычно у донатеров гораздо больше. Ну, можем, например, вот этого взять. 69 тысяч. Похоже на правду, да? Да, ладно. Давайте заодно покажу еще топы в башне. Я что-то в прошлый раз тоже забыл показать. Уже в куче все показать, все топы. Топ башни у нас здесь... в принципе, а что здесь в башне показывать? Ну, понятно, что та же самая команда с сбором вместе с Телендором. Что у нас здесь по арене? Ну, мне, к сожалению, показывать что-то кроме обычной арены мне здесь нечего больше показывать. И у нас здесь все та же команда, единственное, что вперед уже выбралась та, которая с пробуждениями. Тут у нас было два варианта, с пробуждениями и без. Я еще удивился, что без пробуждения на первом месте. А та, что с пробуждениями, нет. Ну, то ли он... Во-первых, рейтинг здесь не постоянный, да, то есть они прыгают туда-сюда. Таланты, кстати, все прокачаны, то есть упор на команду был сделан. Здесь у него олень посерьезнее. Так, и третья команда такая же. А что у нас тут происходит? Битва клонов каких-то. Здесь артефакт есть у Гришнара. Какая-то битва клонов. Ну, у него прям олень боевой. Боевой олень. Так, тени. Сервер слабенький, видим, что волков нету. С пробуждениями особо. А сила моего аккаунта конкретно здесь не позволяет варенью всех владений забраться повыше. Так, Этерил. С таким вот артефактом, чтобы ее не законтролили. Причем мало параметров совсем. Ну, может быть, ей хватает, не знаю. Хватало. Ну и похожая команда. О, вот это, кстати, новый артефакт прикольный. Надо будет его затестировать. Кажется, очень сильный. Ну, как минимум, не только для арены. Он там и для боссов подойдет неплохо. В общем, разные вариации Терил. Даже с Теодором. Вот с этим. Тот самый игрок. Не будем его показывать, чтобы он не позорился еще больше. Ой, здесь у нас волк с ФСой и с новым танком. Танк сильный. 10% естественного набора энергии плюсом команде просто с пассивки. Это сильно. Тем более, что противнику замедляет на 10. Варенье всех владений я тут на 122 месте, поэтому да. Ну, здесь мне показать нечего. Только низ какой-то рейтинга. Здесь у нас волков очень много. О, кстати, бабочко. Привет. Ну, он видно, да, что просто его выбили, навыки прокачали и ничего с ним не делали. Ну, давайте зайдем, посмотрим, если кому-то любопытно, что у нас было в первую неделю арены клинков. У нас здесь уже первая неделя была, да, то есть рейтинги какие-то имеются, и команды, соответственно, топовца видны. Это у нас тот, кто забрал первое место в прошлый раз. У топа 2 были вот такие. Ну, понятно, связка Этерил с Хвитар сильная, связка Анализис с Таресией сильная, ну и, соответственно, Молнии тоже сильная. И топ-3 вот такой вот. Ну и на этом пока все. Я, честно, жду лигу. Лигу, где мы уже, четвертую воронку, во-первых, а во-вторых, лигу. Лигу, где мы еще соседние сервера захватим, и там есть у нас какой-то ауровед, скажем так.
ауролог, который аурой в прошлом сезоне очень неплохо набивал. Посмотрим, что он набивает в этом. Ну и плюс ко всему с других серверов посмотреть игроков Ледяного Взрыва Неустрашимых тоже желательно, чтобы было с чем сравнивать. На этом все. Всем спасибо и всем пока.